So the next thing is the universe is conscious. Представляется, что вся Вселенная, она имеет сознание, она осознанная. Everything, all matter, all life forms is made of information networks that are dynamic. Вся материя, вся форма жизни сделана из информационной сети, которая динамична. Everything is enfolded in multiple dimensions. There's all these dimensions enfolded. Все существующее свернуто, встроено, скрыто в многомерных измерениях. Все эти измерения встроены. Everything is made of fractals. Все состоит из фракталов. Everything is made of information in motion, Все состоит из информации в движении. continually growing. Постоянно проходит процесс роста. Nothing is the same. Ничего не остается на месте, ничего не остается таким, каким оно есть. We are similar, but not the same. Они могут быть похожи, но они не одинаковы. So, no two snowflakes are the same. Нет двух похожих снежинок. Even if you get a drop of water or a molecule of water, Даже если вы возьмете каплю воды или молекулу воды, and you look at it in a way that says, ew, or something, now drop, и вы посмотрите на эту каплю или на эту молекулу воды с каким-то негативным настроением, it changes its form это моментально поменяет структуру and becomes disorganized. и станет вообще неорганизованным. But if you look at it with love, Но если вы посмотрите на это с любовью, it becomes a beautiful crystal. вы увидите, что это превратится в прекрасный кристалл. So all of this information dynamics are interwoven with each other to form a network, a field of consciousness for humans. Все эти информационные динамики переплетены друг с другом для формирования сети, поля сознания для людей. And being therapeutic doesn't mean you have to have a position, but those who want to be therapeutic can be that way by being coaches. Быть терапевтическим не означает наличие должности. Будьте терапевтическим коучем. Consciousness is a quality, a basic fiber of molecules and time and space. It's woven in consciousness. Сознание — это качество, основное волокно, материя, сотканная из молекул времени и пространства. So those who want to be able to help other people find themselves and solutions, Поэтому тот, кто способен и готов помогать другим людям, находят себя и решения. must really understand the nature of therapy and reality. Они также должны понимать природу терапии и природу реальности. And the nature of consciousness itself. И также природу самого сознания. So we could take things like how they found out everything is made of information in motion. Тогда мы можем посмотреть, как все создано из информации в движении. And these cyclotrons, they're a mile around and they shoot photons of light. Когда фотоны света стреляют по вращающимся атомам в циклотроне, See, when they collapse, they're looking for the smallest particles as they break up. ученые наблюдают за тем, когда произойдет коллапс, чтобы найти маленькие частицы и Now расформировать. they found a whole bunch of new elements in that. И они нашли огромное количество элементов в этом. But the most interesting thing is they finally discovered what the smallest part was. И самое интересное, что они в этом всем обнаружили, это то, что было маленькой частью. It's not a particle at all. Это была не частица, It's a spinner of information Это спин информации, coming from hyperspace and disappearing, depending on how you look at it. который появляется и пропадает из гиперпространства в зависимости от того, как вы на это смотрите. It's conscious Это тоже имеет сознание, and it's coded. и это имеет свой код.
It's what gives form to everything. Это то, что придает форму всему вокруг. So the universe is conscious. Everything has form, it's conscious. Поэтому вся Вселенная имеет сознание, все имеет свою форму, все состоит из сознания. Any questions? Наш следующий вопрос мы хотим задать, это как холодинамика, насколько методы холодинамики могут быть эффективны в возрасте от 70 лет. So it would be interesting to know how holodynamics can help people at age over 7. So holodynamics can be useful for health and bring more benefits. Okay. So if you look at it from holodynamic view, age is only a number. Если мы посмотрим с холодинамической точки зрения, то возраст это всего лишь навсего число номер. So you must be able to step out of time. Тогда все, что вам нужно сделать, это выйти за границы времени. Otherwise you're just bound by the number thinking, well, I must be old. В другом случае вы будете считать свои годы и думать, о, наверное, я уже стар. It's like looking at the water molecule. Это аналогично, как вы смотрите на молекулу воды. Your body says, oh, I must be old. И тело ваше скажет, да, я, наверное, действительно очень стар. So when you take another superposition and you begin to view yourself and your body, you have all these trillions, 5 trillion life forms in your body. All of them are conscious. Тогда, когда вы посмотрите на себя из состояния суперпозиции, вы поймете, что в вашем теле содержится более 5 триллионов различных видов жизни. And for more than 70 years, they have been really doing a pretty good job. И более 70 лет они уже делали прекрасную работу в вашем теле. But what about conditions like disease? А как насчет того, когда действительно у человека бывает состояние каких-то заболеваний? Disease. From a holodynamic view, disease is made of information in motion, yes? Yes. Тогда мы скажем, что каждая болезнь, она состоит или сделана из информации, которая находится в движении. Now, I honor those who give it a label, Конечно же, я понимаю тех, которые применяют ярлыки. even though it means very little and has very little effect. Даже это может дать какие-то небольшие эффекты. In the therapy arena, they have the DSM-5, which can classify any human behavior as mentally ill. В терапии имеется диагностическое и статистическое руководство DSM-5, которое может классифицировать любое поведение человека как психическое расстройство. If you're a little child and you're really curious, К примеру, если ребенок очень любознателен, that's being mentally ill because you have attention deficit disorder. Это будет означать психическое расстройство, так как это синдром дефицита внимания. It's criminal to classify that as such. я считаю, это криминально, когда ребенок хочет что-то познавать и узнавать, делать классификацию, что он ментально нездоров. But those who use this rational control system are just making it all up. Обычно это создают те люди, которые используют рациональную систему контроля. If you understand how the International Mental Health Association has its own inside team, Если вы поймете, что Международная ассоциация психического здоровья имеет свою внутреннюю команду, and they're all psychiatrists, и не все являются психиатрами, and so you say, well, how are they making these decisions for this big book that defines mental illness? как они принимают эти решения, на каких основаниях они издают эту огромную книгу с определением всех этих психических расстройств? Well, you take a look at the history from superposition, Вы тогда с суперпозиции посмотрите на всю эту историю, and you find out they don't have any evidence for anything. у них нет вообще никаких доказательств, чтобы делать это.
But they have positioned themselves in super control of mental illness. Но они поставили себя в позицию суперконтроля по психическим расстройствам или заболеваниям. And they have used humans as guinea pigs. И они над людьми проводят такие опыты, как над морскими свинками. And they have made mental health serious. Из психического здоровья они сделали что-то очень серьезное. And subject to their control. Это стало объектом их контроля. They are the experts. Они называют себя экспертами. And so they surround themselves with all these support systems, and you can't challenge it. Поэтому они окружили себя всевозможными системами поддержки, чтобы никто не смог оспорить их. If you do anything contrary, they will attack. Если вы попробуете им что-то предъявить, они начнут вас They атаковать. have a rule of thumb. У них есть эмпирическое They will правило. never attack anyone who belongs to an organization. Они никогда никого не будут атаковать, кто находится в связи с другой организацией. Especially someone based on science Особенно той организации, которая основана на науке. that can demonstrate the effectiveness and truthfulness of any principle. Которая сможет продемонстрировать эффективность и правдивость любых принципов. So if you take one of their labels like hypertension, Поэтому, если вы возьмете, к примеру, такой ярлык, как болезнь гипертония, and they will try to control and give pills, они постараются контролировать болезнь, назначая лекарства или таблетки. so I could label that process of saying they are pill pushers. Я также могу дать ярлык, название этому процессу, называя их толкателями таблеток или таблеточное давление. Yeah. And so you say, okay, so what then is the solution? Тогда какое же у нас есть решение? You must open the possibility that there is some information that you could apply that would cure hypertension. Вы должны открыться возможности, что существует информация, которую вы можете применить, которая вылечит гипертонию. You can go to your full potential self and partner up. Вы тогда можете пойти к вашему полному потенциалу и заключить с ним партнерство. First with all of the holodynes that are interpreting things as hypertension. В первую очередь вам надо договориться с вашими холодайнами, которые интерпретируют все вокруг, как это действительно гипертония. And you can go deeper inside the holodyne. И вы можете пойти даже еще глубже, чем холодайны. You become your own therapist. Вы станете своим собственным терапевтом. And you learn these rules, like never try to change them. Главное правило в холодинамике — это никогда не пытаться изменить ваш холодайн. Because you know this thing, you know this information. There's some critical information. Так как вы знаете, что там содержится критически важная информация. That all information systems are self-organizing. Вся эта информационная система является самоорганизующейся. They're like little children. Эти системы как маленькие дети. If you try to change them, Если вы хотите поменять их, they will resist. они будут оказывать сопротивление. It's the same with your holodynes. Аналогичная ситуация с вашими собственными холодайнами. So you track them. So we have the process of tracking. И в холодинамике этот процесс называется отслеживание. Вы можете отследить ваши холодайны. It is the key to therapy И это ключ к терапии. and is part of a network. И это также часть всей работы в сети. So the conscious system anywhere has multiple dimensions. Вся эта сознательная система везде имеет многомерные измерения. And you may find that some of the information in these hypertension systems И, возможно, вы найдете информацию в этой гипертонической системе. is caused by inheritance from your family tree.
ту информацию, которая служит причиной наследственности в вашем генеалогическом дереве. So therefore you must be able to step out of time Поэтому вы должны выйти за пределы времени and visit your ancestors. и навестить ваших предков. Now we'll be able to talk about the science of why that's true. You can even time reverse an atom, so you can time reverse your consciousness. Согласно науке, вы можете реверсировать время атомов и также реверсировать сознание. You have to have the right frequency. Для этого вам нужно иметь определенную правильную частоту. And the right frequency is your full potential spiritual self. Правильные частоты — это ваше полное потенциальное духовное «Я». And so the information that comes from the past can be transformed. Поэтому вся информация из прошлого может быть трансформирована. And when you get into the hypertension holodyne network, you find it may be driving you for something in the future. Когда вы обращаетесь к гипертонической системе холодайнов, вы можете узнать, что, возможно, они движут вами для чего-то в So you будущем. just use the pre-live process as part of the tracking. Вы сможете использовать холодинамические процессы перепроживания, препроживания как часть вашего отслеживания. Now don't go to sleep here because you'll learn how to do each one of these things before we're done with this course. И вы узнаете, как это все сделать в нашем курсе. And you can do the same thing with like a feeling of weakness or some other label like arthritis or heart problems or anything like that. All of them are treasures. They're trying to signify something, to send you a message. Таким же образом вы сможете справиться с чувством бессилия или других ярлыков, как артрит, проблемы сердца, любые другие заболевания, так как все они являются сокровищами. Они пытаются сигнализировать вам, послать сообщения. Look, it's your golden years. Посмотрите, за 70 это самые их золотые годы. If you're only 70, then you know they say life only begins at 80. Если вам 70, предположим, вы можете поверить в то, что жизнь только начинается с 80. So in a practical daily sense, what do? You simply take little small things and you make sure they're done well. В практическом повседневном смысле что вы можете сделать? Вы берете самые простые вещи и убеждаетесь, что они сделаны наилучшим образом. Your holodynes align. И тогда ваши холодайны выровняются. And then they all get the message. И они все получат это новое сообщение от вас. And in like the water molecule, И как молекула воды, who feels your love and beauty and intelligence flowing in these channels to everything. И как с молекулой воды, которая чувствует вашу любовь, вашу красоту, ваш интеллект, протекающая по всем вашим каналам, ко всему вокруг. They get in line and they start being a member of the team. они тогда выстроятся в линию и станут вашими сопартнерами, соучастниками. Будет ваша одна сплошная команда. And everyone becomes the recipient of their loving gifts as it's reflected into the community. И каждый станет получателем этих собственных любящих подарков, которые будут проявляться в окружающей среде, в обществе. Okay? Yeah, wonderful. You ready for number 4?